Друзья, всем привет! Вы сейчас спросите, где мы? Мы сейчас находимся на производстве кальянов Япона Хука и Conceptic Design. То есть сейчас у тебя 3 бренда, которые ты купил у одного и того же человека? Да. Сейчас мы придем в гости к Стасу Олейникову. Вложения у меня составили порядка 2,5 миллионов. И, собственно, расскажем вам всю кухню и все, как делается, собственно, эти кальяны, как собираются, где это делается, из каких материалов и так далее. Мы начинали со 100 кальянов, потом 300, сейчас 500. Все, погнали. Сейчас вы, собственно, увидите все сами, своими глазами. И если какие-то будут параллельно вопросы по ходу блога, когда вы будете смотреть, пишите, задавайте. Потом в течение времени вам ответим все. Ребят, слушай, подожди. Может быть, что-то разыграем? Разыграем? Все, погнали. Стас, привет. Привет, ребята. Че, кальянчик куришь? Слушай, приятно с полезным. Понятно. Привет. Все. Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. I got so many bars, call it kamikaze. Ain't nobody ever gonna ever stop me. And I know that I could be a little cocky. That's the byproduct of hard work, no it's not free. I'm at a top speed, I think you lost me. Do not cross me. Привет, Стас. Спасибо, что согласился с нами сегодня встретиться. Ну, начнем сразу с истории, наверное, бренда. Это приобретение бренда в самом с его зарождении, грубо говоря, то есть бренда Япона Хука. То есть ты с него начал. Как это происходило? Ну, как я понимаю, ты купил у человека, Андрей Калашников его зовут, да? Да, все верно. Как происходит покупка бренда, потому что это некоторое такое абстрактное явление, купить бренд, это что-то не пощупать нельзя, ничего. Ну почему? Когда известный бренд, почему его не купить, если он продается? Поэтому, А он в момент покупки уже продавался? Ну, он был создан, я непосредственно был официальным дистрибьютором по северо-западу, и, соответственно, я максимально проникся им. И когда я услышал, что Андрей хочет его продать, я принял решение его приобрести. Угу. Что входит вообще в процесс покупки бренда? Какие-то чертежи? Ну, изначально, когда продается компания, помимо имени, на тот момент сам логотип Япона Хука не был зарегистрирован. Угу. Регистрация произошла уже с моей стороны. Вот. Это бренд, это чертежи, это поставщики, потому что Япона Хука состоит из многих составляющих. Это не только металл, это дерево, это стекло. Соответственно, я получил полный список тех компаний, которые производят это. Вот. Был список также уже ребят, которые работали с Андреем непосредственно. Вот. И клиентская база? Клиентская база плюс сайт, которым, кстати, вот до сих пор Андрей помогает мне. Вот. Он достаточно разносторонний человек, и сайты делает тоже. Вот. Поэтому, ну, естественно, все контакты. Поэтому на тот момент я понимал, что это хороший старт, и цена соответствует компании. Ну, то есть цена тебя устроила, скажем так? Ну, скажем так, естественно, она меня устраивала, потому что я в любом случае принял решение об этом, да, и на тот момент, естественно, ты всегда к этому относишься так: ой, слушай, это дорого, но ты потом уже понимаешь, потому что, во-первых, для тебя это новое, да, тебе сложно это оценить, но в последующем ты понимаешь, от каких проблем, скажем так, покупка тебя спасла, потому что... Какие это проблемы, если не секрет? Ну, непосредственно, опять же таки, разработка модельного ряда. Угу. Да, на тот момент продавались 4 модели. А сейчас их уже?
Их 5. Их 5. Вот. Но, опять же таки, мини-модель – это просто упрощенная версия Шурикена. Вот. А стандарт, та модель, которую мы сейчас вывели из продаж, она была больше подстроена именно для заведений. Она была чуть упрощенная, и в цене она была чуть ниже. Вот. Поэтому, когда ты покупаешь именно модельный ряд, это в любом случае чуть другая цена. Когда ты покупаешь одну шахту, одну модель кальяна, как, например, у Концептика, это совершенно другая Или у цена. Соломона тоже, да? Да, и у Соломона то же самое. То есть это одна модель, один бренд. И, опять же таки, это все зависит, какой он вес имеет на рынке. Ну, то есть Японией, например, Андрей занимался практически год. Перед тем, как ты его купил. Да. Ну, насколько я помню, первые модели японы появились весной, летом. Вот. В сентябре 2015 года я познакомился с Андреем, стал его официальным представителем, проникся этим брендом и непосредственно начал его популяризировать в Петербурге в первую очередь. То есть сейчас у тебя 3 бренда, которые ты купил у одного и того же человека. Да. То есть это Япона Хука, Концепт Дизайн и Соломон. Да. Интересно. Ну, рассказывай, почему ты вообще решил заняться именно кальянной индустрией, что тебя вообще столкнуло с кальянами и так далее? Ну, если прям с самого начала начинать, наверное, с 98 года я начал работать официантом, барменом и 20 лет в ресторанном клубном бизнесе. И постепенно я пришел к тому, наверное, где-то в 2004 году. Я впервые познакомился с кальянами и потом затянуло, как говорится. Понятно. А какие были твои первые моменты, когда ты прям, начал бить чашки, начал забивать кальяны и так далее? Слушай, в плане забивки это, скорее всего, не ко мне, потому что я, наверное, такой же пользователь, курильщик, как и большинство ребят. Но дома, естественно, с женой. Это, наверное, 2005 год, потому что, скорее всего, первое знакомство это приходил к ребятам, курили кальяны, в заведении Red Club на Полтавской 7 были ребята-аутсорсеры, которые работали в заведении, где я был арт-директором, бар-менеджером, управляющим. За 7 лет там прошел от низов до этого. Но на тот момент первое знакомство было именно так, что, скажем так, мне готовили первый кальян. А чем ты занимался помимо всей рода деятельности до кальянной индустрии? Как я и сказал, я работал в ресторанном бизнесе, начинал официантом, потом барменом, бар-менеджером, арт-директором. У меня несколько проектов в Петербурге были. Club Stuff Party, Crazy Auto Party, тематические вечеринки. То есть я полноценно погрузился именно в индустрию такого развлечения. И параллельно занимался и организацией барменских конкурсов и в России, и по регионам. Вот. Поэтому в этом плане, скажем так, я был чуть-чуть изнутри всего этого в плане сервиса, в плане привлечения гостей на вечеринки, да, и, соответственно, это мне, скажем так, в последующем помогло реализовать себя в этой индустрии. Да, потому что я, скажем так, до Япона Хука был официальным дистрибьютором в России кальянов Shapes Design. SD Hook, они потом перестроились, скажем так, первые попытки продаж кальяна, да, там и рекламы на первые выставки в УАСе, Хука Club Show, в Garden City, по-моему, был. Я тогда еще брал стенд именно с Shapes Design. А слушай, а почему ты не решил дальше заниматься этим брендом, почему не стал его дальше развивать и так далее? Почему ты все-таки решил взять на свою ответственность вот эту компанию? Опять же таки, да, я разносторонний, скажем так, знаешь, если говорить обо мне, я всегда яички складывал в разные лукошки, да, то есть занимался промоутерством, занимался, как бар-менеджер работал, стал заниматься аутсорсом кальяном в дружеских мне заведениях, и параллельно я еще и продавал кальяны. И на тот момент, скажем так, я познакомился с Костей Сахно,
сказал, что окей, давай начинать. Максимально мне нравится этот кальян твой. Вот. Но тогда был тренд, это, скажем так, более бюджетная версия «Медузы». Вот. Сейчас, естественно, такие кальяны не популярны, но начиналось с этого. И постепенно, набираясь опыта, я понимал, что рынок меняется. Также закупал Халил Мамуны, потому что было несколько заведений, в которых я работал. И параллельно где-то в сентябре мы познакомились с Андреем Калашниковым. Вот, и я с ним проработал, получается, как его представитель по Санкт-Петербургу и Северо-Западу. Где-то То есть я правильно понимаю, тебе мая. кальяны Япона Хука больше симпатизировали, чем Shapes? Да, да. То есть на фоне этого и ты начал прям углубляться в этот бренд, начал его развивать и продвигать Да, эту все историю. верно. То есть непосредственно я в свои заведения начал ставить японы, я их продавал, максимально, скажем так, топил за это. Какие были первые заведения, в которые ты прям так отгрузил, ну, от 10, допустим? Ну, первое заведение это, наверное, мои, да, я под себя заказывал. Это Арка на Большой Конюшенной 27 возле ДЛТ. Вот, я туда закупил. Вот так вот массово, чтобы так много их не покупали на тот момент. Ну, по крайней мере, у меня 2-3 кальяна, ну, не считаю большой покупкой. Но я знал от Андрея то, что этот кальян востребован. Он со своими минусами на тот момент был. Вот, но, по крайней мере, я знал, что нужно ему, как его видоизменить, но пытался Андрею объяснить, что вот обрати внимание на это, на это, на это. И он естественно, менялся. Вот. И, скажем так, к маю где-то я уже примерно понимал, что нужны просто инвестиции. Вот. И доделать этот кальян так, как я его уже вижу. А почему Андрей именно передал в твои руки этот бренд и, так сказать, он не остался заниматься сам этим брендом, а именно передал тебе его? Ну, не знаю, причин, наверное, скорее всего, да, у него нужно спрашивать. Инвестиции, наверное, скорее всего, в первую очередь, потому что надо было увеличивать объемы продаж, и кальян достаточно очень сложный. То есть на тот момент Андрей, наверное, хотел создать более простой кальян, да, с меньшей себестоимостью и, скажем так, меньшими запарами, потому что Япона, если так полностью ее разобрать, сам кальян там порядка 14-16 деталей, плюс упаковка и так далее, ну, то есть там около 20 наименований, которые входят. И, естественно, это все влияет на стоимость, и кальян вышел достаточно дорогим и проблематичным, потому что в процессе производства мне приходилось, по крайней мере, сталкиваться постоянно со многими такими трудностями. Сколько вообще стоило ориентировочно купить бренд и вот все вот эти доработки, которые тебе пришлось делать после покупки? Ну, в том варианте, в котором, допустим, она сейчас. Вот так. Ну, вложения у меня составили порядка 2,5 миллионов. Вот. Но это, скажем так, туда входит очень много составляющих. Которые... не разовая история. Да, да, естественно. То есть сначала ты приобрел бренд, поставщиков, ну, все, что я перечислил, да, а потом ты начинаешь искать другие выходы на производителей, которые тебе могут там сделать металлическое блюдце, которые могут тебе сделать стеклянную колбу. Чтобы сделать стеклянную колбу, тебе нужно сделать матрицу чугунную, да, там порядок цифр там очень сильно. Сколько сделать матрицу ориентировочно стоит? 120 и выше, если это официально, то есть она может доходить и до 300 тысяч. Вот. А если, скажем так, есть у нас ребята, которые там эту твою чугунную форму через забор завода выбросят и там подберут и унесут в свое маленькое стекольное производство. Ну, в общем, главное знать людей. Да, надо знать. Ну, я могу тебе так сказать, что на сегодняшний день у меня совершенно другой производитель, но как мы начинали, как бы формы делали, то есть был один производитель. Но матрица та же. Матрицы у меня уже 2.
Ну, то есть мы еще же экспериментировали с разными формами колб, вот, поэтому, скажем так, там я нормально денег потратил для того, чтобы прийти к тому, что есть. На образцы, на эксперименты. На образцы, эксперименты. Ну, то есть любое видоизменение кальяна несет непосредственно финансовые нагрузки. А вообще вот эти изменения, какое самое сложное для тебя было? Скорее всего, это колба. Колба. Да, колба, ну, потому что сделать блюдце металлическое достаточно просто, ну, не просто, но, скажем легче. так, менее затратно сделать эту пресс-форму, выточить ее, закалить и сделать ее такой, какой есть. Но сделать именно, ну, блюдце, вот, а колбу достаточно проблематично было. На тот момент. Ну, вы много, по-моему, раз меняли, пробовали разные колбы. Ну, скажем так, Сколько было версий? Ну, первая самая, наверное, первая колба Японы была из каких-то, наверное, китайских колб, тоненьких, у которых просто отрезалась горловина. Это самые первые колбы, которые, наверное, мало кто помнит. Они мелким тиражом продавались. Потом Андрей нашел керамиста, который смог сделать эти матрицы и делать керамические колбы. На тот момент все, мы согласились, что эта колба будет керамическая. Потом, соответственно, стеклянная, черная. Потом я нашел ребят, которые, мне же нужны были еще цвета. Мы добавили марганец, прозрачную колбу, это уже делали другие. И это, наверное, уже четвертая, наверное, пятая форма. И еще у тех ребят, которых мы сейчас сделали, мы удлиняли высоту самой горловины, потому что меняли длину погружной трубки внутри колбы. Для чего это делали? Это процесс курения, то есть я считаю, что объем воздуха, который в колбе, достаточно очень сильно влияет на процесс курения. Соответственно, мы вымеряли, был достаточно большой объем, мы его сузили, подняли больше в горловине, диаметрами игрались и так далее. Ну, скажем так, здесь опытным путем и все за деньги приходилось все это. Вот сейчас на данный момент меня колба максимально устраивает. Ну, давай рассказывай, что у тебя здесь, в принципе, находится, как это все делается, как собирается и так далее. Ну, здесь сборочный цех, мы получаем детали от своих партнеров. Вот, в Краснодаре у нас производство металла, ну, токарный цех по металлу, У вас есть по анодированию. сельскохозяйственные животные? Нет, это как раз для упаковки чашек. Вот. Следующее предприятие, которое уже в Петербурге находится, мы вытачиваем дерево, токарь по дереву, плюс у нас ребята делают колбы, шланги, ну вот, все, то есть кальян состоит достаточно из большого количества деталей, поэтому у меня порядка 5-6, наверное, компаний, которые мне поставляют те или иные необходимые. Все компании находятся в России, правильно понимаю? Да, все верно. А в каких городах это все делается? Краснодар, Петербург, шланги в Китае, диски защитные делаются в Питере, вот сейчас будем в Ростове делать, возможно. Вот, что еще у нас? Ну, колбы, по-моему, в Подмосковье. Я вот смотрю, у вас стоят старые модели. Да, кальян претерпел достаточно большое изменение. Сколько всего было изменений? Ну, порядка 4-5, наверное. Такие глобальные, масштабные. Да. А кальян полностью менялся постепенно. То есть, если, например, вот взглянуть там, на одну из первых моделей кальяна, то есть колба была из тонкого стекла, к которому просто горловину. У нас на тот момент матрицы не было. Сейчас мы уже вложились и сделали матрицу, делаем колбы. Основание было чуть другое. Клапан выдувной, если ты вот видишь там. Да, раньше как от пульки было. От пульки, да, 6 миллиметров. И расстояние было под 120 градусов. И вот если взять, например,
Слушай, она реально вообще легкая. Легкое, да, но оно и хрупкое было. На тот момент, скажем так, многие стекольные заводы не были заточены на производство именно в России колб. Это потом уже с появлением большого количества производителей кальянов был запрос на это не только в Китае брать. Вот, соответственно, вот такое вот основание было с такими отверстиями. Естественно, продувался он не идеально. Вот, могу показать вот так вот. Вот, соответственно, потом... какой диаметр здесь? Ой, ну вот здесь вот, наверное, вот здесь вот Да, 16 миллиметров. 16 миллиметров. Сейчас 13. Соответственно, тяга бы стала средней, если она была на тот момент легкой. Средний и диффузорный. Да, и сейчас уже съемные диффузоры есть. И если посмотреть на модели, которые у нас сейчас вот есть, у нас много что поменялось. То есть у нас сейчас классическое расположение отверстий, 9 миллиметров, клапан, съемный диффузор. Это уже оружейный ламинат. Носик вот под чашку изменился, выше стал. У нас металлическое блюдце, раньше было керамическое. И вот, например, вот здесь вот вы можете увидеть именно кальян, который вот был даже вот с таким вот блюдцем. Один из первых моделей, это просто диск. То есть сюда клали уголь и все? Вот сюда клался уголь, а если ты вот такие пятна оставались. И вот, например, даже элементарно не было елочки, и вот такой коннектор был. Ну, то есть на тот момент, скажем так, кальян с каждой версией все становился лучше. И сейчас на данный момент вот и елочка есть, держится силикон лучше. И фактически, если, например, вот с этой моделью сравнить, ты видишь, да, вот насколько силуэт кальяна здесь стал намного интереснее, более упрощеннее, тоньше. Он, да, эстетичней, скажем так. Вот, поменялось колечко. Сейчас у нас, например, на рингах коннектор, да, это сейчас, скажем так, тренд уже такой вот изменение именно крепления коннектора на шланг с основанием, потому что 3 популярных таких вот крепления: это магнит, притирка и вот коннектор. Мы выбрали именно ринги. И колбы поменялись. Были керамические колбы, сейчас они стеклянные, потому что керамика, она делалась только в черном цвете. Сейчас у нас стеклянные колбы, но они имеют и прозрачную колба есть, и марганец, и черная. Вот 3 вида колб и 3 расцветки: красный, желтый и венгер. Ну и говоря про бренд Япона Хука, не могу сказать про ваши аксессуары. То есть, в принципе, вы не скрываете то, что производите не вы, производит вам компании, которые уже как бы есть на кальянном рынке. То есть старые мундштуки — это Sandpipe, да, щипцы Blade, и новые мундштуки кто вам делает? В определенный период времени я понял, что бренду не хватает аксессуаров, и это, скажем так, то, что необходимо любому бренду. Потому что если кальян в ценовой категории 15-20 тысяч, то для того, чтобы познакомиться с Японией, достаточно, скажем так, и аксессуаров. И после этого, может быть, человек уже обратит внимание... Узнаваемость бренда. На узнаваемость бренда, да. Поэтому я начал сотрудничать со Smoke Lab по блейдам, компания Blade, щипцы, да. Щипцы. Мне понравился их форм-фактор в виде ножа, отсылка к японской тематике. Компания Sunpine с Украины, мне понравилась, опять же таки, законченность продукта, где мне ничего не приходится. Мы изначально на стартовом этапе доработали то, что мне необходимо было. Это медалька, это элемент самого мундштука. По-моему, вот у базовых моделей не присутствует латунное кольцо и не присутствует вставка из дерева. Может быть, сейчас уже поменялось, но на тот момент я максимально хотел брендинга. На латунном кольце мы сделали гравировку, на ленте сделали изображения все, и добавили медальку. В базовой модели этого не было. Мне понравилась упаковка. И третье — это арбар. Чашки ваши. Да, чашки, которые, скажем так, через чашки очень многие именно знакомятся с брендом Япона, где мы непосредственно взяли
ихнюю замороженную, назовем ее так, наверное, разработку в виде оплетки шнура, но она выглядела, скажем так, не совсем так, как я это представлял. То есть сейчас мы используем 16-косичный вощеный шнур, который мы нашли, который протестили, потому что... Как я понимаю, шнуров тоже много было разных. Ну, не то, что много, но, скажем так, мы очень быстро нашли то, что нам нужно. Мы нашли того поставщика, который мог и добавить цветовую гамму, потому что, опять же таки, да, кто-то в керамических чашках использует глазурь разноцветную. Мы приняли решение использовать разные цвета чашек. Вот. У нас даже были запросы по-моему, с Франции, Испании, чтобы было в виде флагов оплетка. Но, скажем так, потом поняли, что это и сложно сделать, чтобы это все было. Но, по крайней мере, на тот момент мы закрепили это. Я взял самые популярные форм-факторы. Это мумия, это киллер, это турка. Вот с этих 3 чашек мы стартовали, потом добавили эго, маска самурая. Вот, ну, в принципе, это и сейчас, мне кажется, самые такие относительно популярные формы чашек. Да, даже, да, есть определенный базовый форм-фактор, да, но есть исполнение, да, есть в первую очередь сырье, которое использует гончар, вот, и способ производства. То есть на данный момент самое популярное это шликерное литье и гончарное. Производство руками. Руками значительно дороже это делается, потому что каждая чашка делается на круги, но плюс этой чашки то, что используется именно очень качественно глина. И именно профессионал, гончар, который умеет хорошо работать с глиной и делать это руками, таких в России единицы. В основном все выбирают именно шликерное литье, потому что ты один раз сделал матрицу, да, доработал форму, проточил ее и так далее, и потом ты ее просто тиражируешь в определенном объеме и, скажем так, ну, как раз таки тут отпадает проблема масштабируемости. То есть то, что как вы делаете, насколько я слышу, что у вас до сих пор бывают проблемы с наличием чашек. Они до сих пор уже на протяжении. Мне для того, чтобы вывести чашки в такой, ну, скажем так, популярность, да, понадобилось всего 3 месяца. Все. Вот первые 3 месяца нашего сотрудничества с Арбаром, после этого у нас постоянно не хватает количества, потому что мы подключили Европу, и они просто их берут тысячами. А что нужно сделать, чтобы ты смог произвести столько, сколько есть спрос на них? К сожалению, руки. И их, вот, все наши попытки, скажем так, в мастерской гончара, да, добавить еще одного, второго, третьего, не увенчались успехом, потому что вот то, как они делаются руками, Аршака, ну, это реально, у человека больше 20 лет опыта, поэтому в этом плане прям вот секундно взять человека, поставить и сказать вот делай, его даже и за полгода не научить. Сейчас на данный момент мы-то чуть-чуть приблизились ко всему этому, потому что нашли ребят, опять же таки с Украины, которые переехали в Россию, в город Орел, и пытаются научиться, ну, у них тоже очень богатый опыт, и вот он пытается ими вот всякие приспособления, вот эти вот, все, что им нужно для того, чтобы вот делать так же, как делает он. Он физически может делать 150, выкручивать 150 чашек в сутки. Через 3 дня у него стачиваются пальцы, ему нужно просто какое-то время отдохнуть. То есть фактически он может вытачивать там, ну, 20 дней в месяц. И какое количество, плюс не считаем там брак, достаточно очень часто распространенный, плюс первый утильный обжиг, плюс молочение и так далее. Ну, то есть все факторы, там только количество чашек снижает. И сейчас у меня на данный момент там заказов на 5000 чашек, а фактически мы выдаем только 1500. Надеюсь, что вот через месяц у нас там будет 2000. И то это все равно не закроет общее. А у вас такая проблема только с чашками или с кальянами тоже была? Ну, не только с чашками были проблемы, с кальянами тоже, потому что, опять же таки, основным элементом дизайна является это декор из дерева.
Соответственно, проблемы с деревом, качественным деревом, потому что я до сих пор сталкиваюсь с тем, что вот ты смотришь на доску, вроде она целая, все, трещин нету, сучков нету. Ты начинаешь ее обрабатывать или после термической обработки, все, что не внутри, когда вытачиваешь уже балясину, это все появляется, и это все приходится выбрасывать. То есть отбраковка сумасшедшая. То есть, скажем так, на старте, если меня не обманули... А это затраты именно твои, либо... Мои. Ну, я вот напилили доски 50-ку, вот я купил 2-3 куба. Вот сколько из него будет, я не знаю. Вот я до сих пор не знаю, сколько можно из куба сделать заготовок. Только по той причине, что от года в год, от закупки к закупке, поставщики, то есть вроде как вот с одним работаешь, все нормально, хорошее сырье тебе предоставил. Следующая закупка. Как с углем, короче. Да, дерево, к сожалению, ну это вот, опять же таки, мы же из него делаем изделия, да, балясину вытачиваем. То есть эта доска-то, она хорошая для того человека, который продает ее, потому что он может ее использовать куда угодно. На строительство дома, на отделку и так далее. То есть ему не нужна такая глубокая обработка. А так как мы этим занимаемся, нам, соответственно, приходится с этим сталкиваться, и тут уже это все влияет на стоимость, которую у нас, скажем так, себестоимость япона всегда прыгает. Можно это так резюмировать все это. Но у тебя заложено некоторые... Увы, да, мне приходится, скажем так, держать эту цену, не повышая ее, даже с переходом, с появлением новых цветов, красно-желтых, красных и желтых, мы начали работать с ребятами, у которых неплохо реализована подготовка именно оружейного ламината. Они сотрудничают с заводом Калашникова, вот, делают приклады, ножи, там, ну, многие мастера у них заказывают. Но на данный момент пока у меня вопросов к ним нету. Но мне нужен был именно красный цвет, мне нужен был желтый цвет в формате именно модельного ряда, для того, чтобы именно дать возможность не только венге и светлое дерево, например. Мне не совсем оно нравилось, как оно внешне выглядит. Ну, опять же таки, скажем так, я всегда в поиске чего-то нового. У меня, к сожалению, в России нет возможности закупать эксклюзивные дорогие сорта дерева, как это есть в Европе. И, ну, возможно, это может быть и есть, тогда найти их можно, но вопрос будет, да? стоимости тогда вырастет это значительно, потому что кальян действительно из дерева. То есть элементы декора дерева есть и на блюдце, и на шахте, и на мундштуке. Насколько ты знаешь, очень многие производители пытаются минимизировать количество дерева и используют просто накладку. Да, только накладку и максимально тоненькую, потому что толщина бруска 50-ка, ты ее обтачиваешь, она уже 43-42, тебе приходится из двух частей склеивать, чтобы выйти там на заготовку 75. Вот, ты не можешь 75-ю доску купить, ее просто нет. Ее никто так тебе пилить не будет. Если и будут, то совершенно за другие деньги. Тебе приходится склеивать. Также делала компания РФ, также делает и Вуки, то есть они половинчатые. То есть вопрос склейки, ну, да. Выбора клея, надежности этого. То есть это все на это влияет. Вот в оружейном ламинате ты можешь толщину заказывать. То есть там все слоями, и, соответственно, как бы мне на блюдце нужно 30-ка, на шахту мне нужно 75-я. Ну, я 80-ку заказываю, потому что она тоже обрабатывается. Я понял. Слушай, а чем вообще здесь ты на вот этом таком, не сказать, что маленьким, не сказать, что прям большим производстве, так сказать, среднем, хорошем стандартном производстве, Здесь чем ты занимаешься? 200 квадратов. Но 200 начинали мы с 20. Ну, вот в 16 То есть после 20 квадратов вы переехали прямо сюда сразу же? Да, ну не сразу, то есть мне понадобилось порядка 1,5 года. То есть в этом же здании было помещение 20 квадратных метров. Соседние где-то, да? Ну да, вот по коридору там маленькое здание, комнатка была, я там снимал 500 рублей квадратный метр, ну в общем не так затратно было, как за 200 квадратов отдавать. Чем ты здесь сейчас занимаешься?
Больше сейчас на данный момент я очень многие свои обязанности делегирую. Если на старте я занимался и покрытием маслом, дерево обрабатывал, и сборка, и упаковка, и реклама, сейчас я определенные обязанности просто отдаю своей жене, и у нас есть сейчас уже в ноябре будет год, Евгений Василенко с нами работает. Он больше концептиком занимается, потому что брендов стало больше, и мы уже не успеваем. Ну, чтобы кто-то чем-то определенным занимался. Да, ну, наверное, для многих производителей будет забавно услышать, что у нас, по факту, у нас 3 сотрудника всего лишь. Всего 3 сотрудника? Да, всего лишь 3 сотрудника именно здесь. Вот. Все остальные на аутсорсе. Естественно, нам не хватает. Бухгалтер я, логист я на своей собственной машине все это развожу, отвожу, ездю в студии, снимаю все, прорабатываю сценарии по фото, видео и так далее. Ну, то есть в этом плане как бы, ну, команда растет, то есть у меня уже там около 4 фотографов, которые с нами работают, видеограф есть, который постоянно снимает какие-то моменты. Ну, то есть мы обрастаемся. Дизайнер, то же самое, немаловажный член команды. SMM пока на мне, к каким-то сторонним компаниям периодически обращаюсь, но, скажем так, все стараюсь сам. Что касаемо помещения, сколько стоит, какая аренда? Ну, я как сказал, 200 квадратов, 500 рублей. Она как с самого начала была, так и сейчас по сей день. Ну, маленькие помещения, может быть, там было 450, 470, ну вот сейчас 500. Это туда входит и отопление, туда входит и свет, то есть все сразу, вот 500 под ключ. Но здесь Неплохо. очень хорошие полы и разгрузочно-погрузочная зона, поэтому в этом плане как бы мне нравится само расположение. И я сам живу в Кудрово, здесь недалеко, в километр у меня квартира, вот, поэтому... Особенно из этого микрорайона и не выезжаешь. Ну, выезжаю, потому что у меня есть заведение в центре города, Арка на Большой Конюшиной и Куба Либра на Садовой. Там я еще аутсорсингом занимаюсь, поэтому у меня там есть свои кальяны, и мне приходится туда ездить. Слушай, расскажи, пожалуйста, чем ты мотивируешься, где подпитываешь знания? И ну и по-любому же возникают такие моменты, что опускаются руки, неохота ничего делать. Как ты вот эту проблему решаешь и где ты берешь, так сказать, энергию, чтобы продолжать дальше этим заниматься и, соответственно, новые идеи, чтобы рождались новые модели и так далее? Слушай, самый главный мой мотиватор – это моя семья. Моей дочери уже 15 лет. Вот, ну, мне 41, вот, поэтому в этом плане моя семья меня мотивирует идти дальше. Поэтому, ребята, женитесь, заводите семьи, детей, и это самый лучший движок в жизни, чтобы двигаться дальше. Ну, слушай, а ты говоришь, что очень много чем занимаешься, на семью вообще времени не хватает? Ну, так как мне жена помогает, и ребенок уже не маленький. Дочка тоже приходит, что-то помогает? Да, здесь? и дочка помогает. То есть в свободное время она приходит, коробки собирает. Ну, у нас семейный бизнес. В этом плане как бы мы максимально стараемся так экономно подходить к своим тратам. Скажем так, когда уже появился концептик и начали расти тиражи, вот, у нас были заключены договора с нашими дистрибьюторами, и мы не вписывали в сроки, я понимал, ну все, окей, надо брать сотрудников, и может быть, не одного, а несколько. И вот мы сейчас, скажем так, идем к тому, чтобы еще больше сотрудников появилось. Но это, скажем так, опять же таки будет влиять Дело времени. На объемы продаж. И сейчас основная моя задача максимально найти и собрать эту команду и делегировать им определенные обязанности. Слушай, ну ты вот постоянно упоминаешь рынок Европы. Насколько я знаю, сейчас вообще компания Япона Хука и все остальные твои бренды, они ориентированы, наверное, больше на Европу. Как вообще к этому ты пришел и там в разрезе времени, допустим, вот 16-й год, когда ты начал это делать, и сейчас, типа, соотношение продаж Европы-России, как она менялась? Ну, опять же таки, все, как говорится, набивая шишки лбом, пробиваешься и так далее. То есть сначала ты, как и все, наверное, сейчас очень многие производители в России, через ЕМС по одному, по два кальяна. Тебя увидели в Инстаграме, в Фейсбуке. Естественно, ВКонтакте европейцев нет, больше Инстаграм, конечно. Пишут тебе в директ, ты делаешь отгрузку, но это розничные продажи.
Потом у меня появились дистрибьюторы в Испании, Франции, Германии. Вот. Потом появились уже и в Америке. И с каждым из них ты начинаешь уже работать полноценно, когда уже нужно отправлять целыми палетами. То есть к стоимости прибавляется вопрос таможенного оформления, логистики. И это влияет на ценообразование уже на полке в той или иной стране. Потому что ребята добропорядочные, платят налоги. И налоги в Европе от 15 до 21% на ввозимую продукцию. Ну, Вот. по инвойсу. Да, вот. Ну, например, наши друзья с Испании пытаются всегда минимизировать свои... Тут уже свои эти. менталитет страны. Да, менталитет, но немцы никогда этого не делают. Французы еще как-то пытались это делать, но все в основном работают честно, и вот какая стоимость заявлена, такую они и платят налог. Вот розничные продажи до 30 килограмм твоего веса – это одна история. А все, что свыше, там, палетами, вот мы сегодня в Беларусь отправили там 180 кальянов, ну, общий вес коробок составил, по-моему, 380 килограмм. То есть, естественно, никакой ЕМС. Ну, естественно. Да. Ну, в Беларуси все проще. Таможенный союз. Ну, там есть свои сложности, как бы они тоже обременены определенными обязательствами и налогами, вот, поэтому у них там очень все сложно в плане именно даже табаков. Ну, с табаками вот, понятно. да. Ну и с кальянами то же самое. Вот, они платят. Понятно. А вот в момент договоренности с дистрибьюторами, допустим, с Испанией, Россией, они все на английском происходят или как вообще? Да, да, общение на английском, которое я совершенно не знаю. Вот. Google переводчик, маэстро. Даже могу рассказать забавный случай, Давай. когда я ездил на выставку во Франкфурт. А на тот момент популярность бренда достаточно была, ну, на мой взгляд, высокая, благодаря компании Эльвана. Это мой официальный дистрибьютор по всей уже Европе. Я всех дистрибьюторов Испании, Франции убрал, и у меня один. У них есть большой склад, и логистически нам проще туда завозить большими палетами всю продукцию, Ну, и она уже финансово, расходится, наверное, да, уже с документами официально. То есть не каждый магазин отдельно занимается оформлением и так далее. Там уже продукт с документами, и им это проще. Они берут просто фактически комиссию за свои услуги по транспортировке и отправке. Вот. И, соответственно, на тот момент я начал писать, что я еду во Франкфурт на выставку, мы первый раз выставляемся, и очень многие блогеры начали мне писать о том, что мы хотели бы взять у тебя интервью, пообщаться с тобой и так далее. И я такой, о, как же я с ними буду общаться, немецкий не знаю, английский, уровень школьника, потому что у них сложилось мнение, по моему общению в Фейсбуке с ними, в Инстаграме. Все нормально. Да, что я с ними там ля-ля-ля-ля-ля-ля, мы и о погоде, и о Питере, и о России, и о кальянах, и о табаках. Но я на Как ты это- решил эту ситуацию? Да, ну как, переводчик с нами был. Неплохо. А по продажам, допустим, ну, насколько в процентном соотношении изменилось это? То есть стату твоего там сколько, 0 был? 5%? Первая партия кальянов я сделал 50 штук. В Европу. Нет, вообще? вообще после приобретения кальянов первая партия была 50, потом 100, и вот 100 было в течение года, наверное. Потом каждая выставка Hookah Club Show мне добавляла определенных Клиентов с Европы. объемов, да. И, соответственно, как бы каждый год там уже 150, 200, 250 и так далее. То есть, например, сейчас мы в большей степени, скорее всего, если взять и аксессуары тоже, по бренду Япона больше, наверное, продаем в Европу. Сколько процентов примерно от общей? Ну, наверное, уже 60. 60. Ну, А изначально? оно от месяца прыгает. На самом деле, бывают такие месяцы, что и в России намного больше берут. Ну, во-первых, еще и подключился Казахстан, подключилась Белоруссия, подключились арабские страны. Ну, вот. Мы сотрудничаем уже больше 2 лет, по-моему.
с Bulldozer Group. Это очень крутые ребята, у которых очень крутые заведения. Александр Орлов, очень известный ресторатор. Да. Вот. И ребята, которые работают, ну, департамент кальянный, они выбрали наши бренды. И они ставят и в Москве, и в Украине, и в Гонконге. Вот благодаря им, скажем так, мы начали работать с Гонконгом очень активно. И как там кальянная индустрия? В Гонконге мы зашли в одно заведение. Естественно, они между собой общаются. Новый продукт, пришли, попробовали, понравилось. Где взять? Естественно, Инстаграм, увидели, загуглили, все нашли, начали писать. И с каждым месяцем, скажем так, у нас отгрузки идут. Тоже так же было и с Японией. Ну, скажем так, всегда в каждой стране есть тот или иной первый человек, который делает первый шаг. Ну, безусловно. Точно так же, как и даже в другом городе. В России кто-то первый закупает один ресторан или там бар или кальянная, максимально старается это рекламировать, указывать то, что вот приходите к нам в кальянную, у нас появилась Япона-хука, такая-то модель. Рано или поздно туда приходят другие ребята. В Японии вообще есть кальянные? В Японии, да, в Токио порядка 60. Неплохо. Если уже не больше, потому что я с ними уже работаю 1,5 года. Но у них интересно. не супер продажи такие по сравнению даже с Гонконгом, если азиатский рынок в общем взять. Потому что кальяны есть и во Вьетнаме, и в Таиланде. Но, В Таиланде они же запрещены. Ну, на тот момент как бы у нас так получилось еще до сильного такого, скажем так, назовем, запрета, активной борьбы с этим. И ведется она борьба это или нет. Ну, по крайней мере, какую-то часть мы отгрузили, сейчас на данный момент не отгружаем. Это, скажем так, разовые такие отгрузки, которые были там в Австралию, в Гонконг, Китай и так далее. То есть я не считаю, что это супер много. Да? Но это интересно. Но это в любом случае дополнительный опыт. И там я, например, со всеми общаюсь в Винчате. Потому что там сразу есть кнопочка «Перевод». Китаец мне пишет на китайском, и японец пишет на японском, кто-то на английском. Ну, то есть мне в Винчате очень удобно общаться. С европейцами мы общаемся в WhatsApp, например, да, или там в том же директе Инстаграма. Там мне приходится копировать текст в Google переводчик, потом проверять, ну, еще весело. Вот с ребятами с азиатских стран мне проще общаться. Винчат в этом плане супер. Ну, для тех, кто не знает английский, скажем так. Пойдем дальше. После бренда Япона Хука ты приобрел еще 2 бренда. Это сначала был Concept Design, потом Соломон. Почему вообще ты решил купить эти бренды? Зачем тебе еще кальяны? Ну, в любом случае мы растем, да, и аппетиты, они, скажем так, становятся все больше и больше. И, во-первых, ты обладаешь тем или иным опытом. На протяжении определенного времени ты понимаешь потребности рынка, и когда тебе там то или иное заведение открывается и говорят, вот мы открываемся, через 2 месяца нам, пожалуйста, там 5-10 япон. То есть ты этими брендами хочешь закрыть все степени? Да, я сейчас максимально могу упаковать заведение. И я им задаю вопрос, а какие еще, вы же, там, вам не 5 кальянов же надо в кальянную, да? Он говорит, порядка 30-40 кальянов. Он говорит, да, мы будем покупать там то-то, то-то, то-то. Да? Я прекрасно понимаю, что эти кальяны идут там в вип-зону или там для хороших гостей, да, как премиум кальян. Все остальные кальяны это не мои. Вот. И на тот момент Андрей сделал капсулу. Вот. И я его озадачил, Андрей, мне очень нужен кальян в позиции масс-маркета. Там, хотел бы его продавать около 10 тысяч. Вот. Давай как-то попробуем что-то реализовать. И То он... есть концептик он сделал специально по твоему заказу? Да. Он изначально планировал, ну, он делал 2. Вот. Он не знал, чем он будет заниматься, или тем. По итогу он продал и концептик, и капсулу. А капсулу ты почему не захотел покупать? Опять же таки, это вопрос ценообразования, да, себестоимости продукта. Она чуть посложнее в реализации, и я в ней не увидел вариативности. Потому что на тот момент очень многие бренды страдают отсутствием вариативности кальяна, да, то есть цветовой гаммой. То есть если ты делаешь кальян там из полиэстали,
Ты в лучшем случае делаешь его из черного классического, да, у тебя есть варианты красного, синего, белого, но они супер популярными не станут в силу своего материала, очень, да. В концептике мы непосредственно выбрали, помимо там классической стальной модели, да, работу с карбоном, потому что мы на тот момент понимали популярность этого самого материала в Европе. То есть вы оттуда примерно идею взяли? Ну, я непосредственно понимал, что накладка должна быть из карбона, карбоновой трубки, потому что я видел это, то, что это популярно в Европе. А мы уже там плавали, и, соответственно, нам там проще. И, скажем так, на старте концептику дыхание дала именно Европа, продажи кальянов туда. Вот, мы там отгрузили первые там 200 кальянов, естественно, они там разошлись, и мы понимали, что они все больше и больше мелькают в Инстаграме, популярность и так далее, хотя Россия еще не распробовала их. И, скажем так, российский рынок осторожно к этому относился. Они ждали, скажем так, доработок с нашей стороны, которые мы наконец-таки произвели. Мы сделали там варианты выборов мундштука. Вот у тебя карбоновый мундштук. На самом деле очень круто. Да, 40 сантиметров, да, он имеет там тоже разную цветовую палитру, то есть синий, красный, зеленый, желтый. Вообще, кроме вас на российском рынке карбон кто вообще использует? Андрей Жуков, по-моему, ребята Shadows, да, как-то так. Я, честно говоря, я знаю, что такой бренд, но я не помню. Да, у них просто черный цвет и все. То есть они ограничились цветом, а мы сразу там 5 цветов выкатили и на декоре шахте, и с мундштуками. Вот. Поэтому в этом плане как бы у нас есть 3 слова, да, которые так мы выносим крупными буквами, да, там легкий, надежный, стильный. Стиль это благодаря карбону и сочетанию стали и полиэтиленовой. Легкий это за счет, опять же таки, карбона, потому что он имеет вес легкий, да, достаточно легкий. Вот. Надежный это за счет именно своего конструктива, потому что откручивание нижней покружной трубки, вкручивание в полиэтилен или в капсулу, которая запрессована в основании, это опять же таки увеличение цены, потому что добавляются детали. Ну и вот это вот раскручивание, переноски. И у меня иногда так послушаешь, почитаешь паблики, такое чувство, что у нас кальяны на месте не стоят, они хаотично всегда ездят от квартиры в квартиру и так далее. Ну, у некоторых возможно. Ну, вот для этого есть мини-кальяны, скажем так. А кальян, концептик, это, скажем так, современный Халил Мамун, который не разборный, у которого центральная погружная трубка, владельцу, который потратил 200-300 тысяч, у него головная боль, у него не будет головной боли, что в конце смены кальянщик не по резьбе закрутил что-то, потому что он его будет заставлять разбирать, мыть все. Ну, да. Соответственно, он достаточно надежный в этом плане. Мы наконец-таки перешли, опять же таки, в силу временного фактора, да, от классических уплотнителей, которые в свое время были популярны, да, сейчас они все меньше и меньше популярны, потому что, опять же, сейчас уплотнитель это уже... Да, уплотнители, это, скажем так, это уже такое вот, то есть это магниты, это притирка или оринги. Притирки, это оринги. Но выбирая из их 3, я прекрасно понимал, что у меня разница материалов, коннектор из нержавейки, основание из полиэтилена, соответственно, мне нужно притирка не подойдет. Что остается? Магнит, Тогда ваши 3 слова будут не работать. Не работать. Рано по или поводу поздно. надежности. Да. Я хочу отправить свой кальян там в Испанию, и я не хочу, чтобы мне через 3 месяца звонили, писали, вышлите нам пакет магнитов, потому что с вашими магнитами что-то случилось. С орингами ничего не случается. Но они стираются же все равно рано или поздно. Вопрос времени, естественно, вопрос замены. Но их легко можно поменять. Да, их намного, наверное, проще поменять, чем магнит. Ну, на мой взгляд, возможно, что у компании MedPeer с этим проблем вообще нету, и у них отлажена работа именно сервиса этого дополнительного. Я, скажем так, наверное, в силу отсутствия команды, да, в большом количестве. Ну, опять же, там они сделали так после первых версий же. Раньше-то это было сложная замена магнитов. То есть им было же пришлось разработать целую конструкцию порта, чтобы это было легко.
Ну, это опять же таки вот говорит о том, что кальяностроение не стоит на месте, оно меняется, естественно, в лучшую сторону. Мы, как производители, слышим, что нам говорят, да, мы начинаем обращать внимание на это. Это, скажем так, когда ты сделал 1000 кальянов, какое количество обращений должно повлиять на изменение конструктива? То есть, если не доходит до критической точки, да, ты оставляешь это на том... Как вы считаете это примерно? А? Как вы считаете? Ну, это опять же таки внутреннее путь? ощущение. Вот когда начинают говорить, ты начинаешь понимать, что, продувка в Японии, продувка полностью колбы с одного раза, это важно. И как бы я не отникивался и не говорил всем, ребята, для меня намного важнее, чтобы продувалась чашка, а не колба. Но вот потребитель так решает на данный момент. Тенденция рынка. Тенденция рынка. И, соответственно, мне приходится менять конструктив основания, да, делать 2 классических отверстия. Сначала было под 120 градусов, сейчас под 180. То есть эти все доработки, и Япона менялась, исходя из потребностей. Сейчас ты доволен и Японой, и концептиком в том формате, который у нее есть? Япона, да. Я, скорее всего, в Японии, может быть, из ближайшего, то, что я хотел бы поменять, да, это, наверное, добавить вариантов цветов колб. У всех кальянов можно найти что-то, к Конечно. чему можно И у прикопаться. Японии то же самое. То есть, например, с добавлением цветов оружейного ламината я не говорю, что это материал, который идеальный. Идеальный материал — это ясень, термообработанный, покрытым маслом, а не лаком. Лак тоже трескается, в него попадает вода, и ты это поменять никак не можешь. В нашем случае мы используем масло, которое мы втираем, массаж такого дерева, то есть мы втираем масло. Благодаря этому есть возможность даже ребятам, условно, в Владивостоке, если со временем дерево стало более тусклым или матовым, он взял прозрачное масло, сам удаленно за 150 рублей купил, протер и восстановил внешний облик кальяна. Это интересно. И я уже непосредственно, если бы я покрывал лаком, он бы такие манипуляции сделать не смог. То есть это опять же таки говорит о надежности кальяна. То есть даже находясь в другой стране, ты можешь восстановить внешний вид кальяна благодаря достаточно дешевым затратам. Прозрачное масло стоит копейки, 100-150 рублей, и все. Вот. У оружейного ламината, скажем так, надежность именно запрессовки листов чередой, красный-черный, красный-черный. То есть здесь на данный момент, скажем так, пока нареканий нету. Это опять же таки зависит исключительно от моих поставщиков. То есть их качество исполнения. Качество исполнения. То есть если сегодня они мне поставили замечательно, все на совесть сделали, это не гарантирует мне то, что через полгода непосредственно или в какой-то период времени они что-то не так сделают. Слушай, мне кажется, в любом бизнесе есть такие моменты, что ты вроде бы работаешь, и все, надоело, устало, не хочу больше. Были такие моменты? Слушай, честно, нет. Не было? Вот концептик появился в 2018 году у меня. Это было осознанное решение тому, что мне нужен именно кальян, который вписывается в масс-маркет. Да, в цене до 10 тысяч, 9 900 без колбы, 12 тысяч. А Япония это 15 и выше, да. И сейчас мы уже взяли 3-ю категорию премиум кальяна, элитных таких, да, которые стоят 1000-1300 евро. Это кальян и Соломон, да? Да, Соломон сейчас в России продается за 1000, в Германии у Ливана он 1300. Угу. Прикольно. Вот, поэтому я всегда, Соломон появился в 2019 году, соответственно, я каждый раз добавлял себе, скажем так, трудности, которые преодолевал. То есть, как ты заходил в этот бизнес с горящими глазами, так у тебя до сих пор эти глаза горят? Да. То есть слушай, это на самом деле очень хорошо. Модельный ряд будет меняться. В любом случае, мы не объединили это все под одним брендом, потому что стиль Япона-Хука — это Япона-Хука, концептик — это концептуальный дизайн. Это такой больше минимализм. Да, карбон, то есть использование материалов современных и так далее. А Соломон — это
такой вот кальян, который я, кстати, делал не для России, а исходя, я сразу понимаю. Сразу для Европы. Да, это Европа и Дубай, и арабские страны, то есть туда. В Дубае мы уже продали достаточно хорошее количество кальянов. Сколько, если не секрет? Ну, последняя нагрузка была 7, вот, и так одиночно по одному, по два, там где-то около. Ну, то есть он там начал в своих рядах. Пока еще нет. То есть спросом используется. это не тот продукт, который будет продаваться десятками, ну, сотнями, да. То есть это продукт, который вот он у тебя есть основной бренд, и есть вот лакшери, да, который ты можешь, скажем так, продавать не спеша, по 10-20. Ну, не взяли, ну и что. А потом выстрелило, там, позвонили, там, условно, с какого-то ночного клуба в Дубае и сказали: ребята, офигенные кальяны, мы хотим 10 штук или 20. Я говорю: окей, все, мы сделаем. Ну, кстати, вот Десваль там по 4500 евро, он же не продается сотнями, да, поэтому это, скажем так, не Десваль, конечно, нам еще далеко до этого, но мы стремимся к этому. Окей, мы, в принципе, не поговорили сейчас только об одном бренде, это Соломон, который стоит, напомню, сколько? 1000 евро в России. 1000 евро, то есть 80 тысяч рублей, ну, 70. Ну, 73. Да, примерно. Ну, опять же таки, да, он, оказывается, я недавно узнал, что он в Германии он стоит 1300 евро. Ну, транспорт, налоги. Транспорт, налоги, аппетиты и там все что угодно можно сказать. Да. Но опять же таки, когда ты узнаешь, что там продается, там, например, чашка мумия за 35 евро, вот, а основные чашки 25-30, а твоя чашка на 5-6 евро дороже за счет своей популярности, и она там не задерживается. То есть только мы отправили через неделю опять заявки на сайт. Вот это на самом деле интересно и круто, то что в Европе нет такого жесткого демпинга, как у нас на кальяны, на все. Все пытаются снизить цену, сбить цену, а там наоборот. Они топят за дизайн. Вот у европейцев вот этот вкус к вещам, он совершенно другой. А вот вернемся к Соломонам. Сколько их вообще было произведено в первой партии? У тебя одна была только? Изначально было 5, сейчас делается по 12. Сейчас мы уже... Возможно, что мы сможем делать 20 в месяц, но пока нету такого спроса. Ему всего-то, получается, мы его презентовали официально в апреле во Франкфурте, полтора месяца понадобилось нам, чтобы стартовать. То есть было 2 прототипа, там небольшая партия, вот. И вот, например, за все лето мы продали, получается, 35, и вот сейчас еще заказы надо посчитать, ну где-то около 45, наверное. И сколько вот из этих 45 продалось по России? В России, по-моему, 4. Есть вот куплен кальянов в Казахстан, есть у ребят на Украине, в Белоруссии. Ну, основная масса это Европа. Дубай. Почему? Это Дубай. в большей степени это арабские страны. Кстати, да. Да, потому что это марпуч, это же, ну если ты обратил внимание, у нас не бывает простых палочек, стиков дешевых, от которых, наверное, там определенное количество людей просто фанатеет. То есть что взять мундштук япона, что концептика, что один, что второй. Они все разные. Что они разные, и я считаю, что контакт с кальяном у человека происходит через мундштук. И то, что ты держишь в руках, и персональный мундштук, да, там, или просто такой вот... То есть вот через это все. Тактильное ощущение. Тактильное ощущение. То есть если тебе дали просто эту дешевую палочку с гравировочкой или с колечками, ну окей. То и без. Ну окей, но это не говорит, что это плохо или хорошо. Мы же в свое время пользовались из оргстекла, сделанных этими миевскими, да, и счастливы были. Потом нам дали эмевские вот эти вот алюминиевые, крашеные, да, и мы тоже их считали там супер мундштуками и радовались этому. Но не стоит все на месте. Я считаю, что если раньше мы, скажем так, выделялись, ну, каждый производитель пытался удивить строением шахты, да, там, дизайном каким-то, использованием тех или иных материалов, то сейчас уже в основу, если ты не делаешь интересное блюдце и мундштук, дружище, ты уже догоняешь.
ты уже не доработал свой кальян. Ты просто, вот как я их шахтоблюдочных так называю, который сделал шахту с блюдцем и считает, что это кальян. Нет, вот в Европе Уже тебе нет. точно ничего не светит. Если у тебя нету своей колбы, если у тебя нету своего мундштука. И это заставляет конкуренция. То есть количество вот производителей все больше, и ты должен чем-то выделяться. И я не говорю, что вот у меня все замечательно. И мне есть над чем работать, естественно. То есть я еще буду меняться, добавлять модельный ряд. Скоро у нас выйдет концептик Smart. Мы хоть в названии будем отличаться, все мини-мини-мини, у нас будет Smart. Слушай, скажи, пожалуйста, во сколько вообще ты оцениваешь свою компанию и, ну, примерные цифры? Вот, допустим, сегодня такой день, что ты, ну, грубо говоря, решил продать свой бизнес, продать свою компанию. Ну, по брендам? Ну, нет, вообще все в целом. В целом. Ну, ты решил, допустим, уйти из кальянной индустрии, уйти из кальянного бизнеса. Если вот так вот все произойдет, я считаю, что это там. Ну, нужно считать. Приблизительно. Приблизительно, чтобы мне на 3 года хватило заниматься совершенно другим. Но я думаю, это порядка 300 миллионов. Угу. Неплохо, неплохо. И давай, грубо говоря, подведем итоги. Как ты видишь свою компанию в будущем через 20-30 лет? Мы уже участвуем в международных выставках, помимо Хука Клаб Шоу. Это Шиша Мессон во Франкфурте, возможно, скоро будет в Испании, может быть, и доберемся и до Бразилии. Я уверен, что компания более уверенно себя будет чувствовать уже в арабских странах, потому что есть запросы на это. Вот, поэтому стратегически я больше направлен именно на тот рынок, потому что российский потребитель, скажем так, больше акцентировал свое внимание на более низкий сегмент, поэтому у концептика будет все замечательно, его распробуют, и на то, что мы ставки сделали, на карбон, это будет набирать обороты, как это случилось в Европе, мы чуть-чуть в этом плане догоним. Сам потребитель догонит этот материал и поймет, что это такое. Вот. Поэтому, если говорить там о моей компании в 2025 году, это, наверное, скорее всего 2 таких помещения, порядка там, наверное, 10-15 сотрудников. Наконец-таки, может быть, отдел... То бишь, ты хочешь сказать, по факту через 5 лет у тебя будет уже 2 помещения? Уверен, что мы уже здесь не будем вмещаться, уверен, что мы будем более глобальные, более серьезные, и у нас будет товарооборот намного выше, и модельный ряд изменится. Если я сейчас испытываю по определенным цветам нехватку, да, то есть у меня нету в наличии. То есть сейчас на данный момент нельзя там какие-то модели купить, и мне нужно какое-то время. Мне сейчас просто нужно больше денег вкладывать, Инвестиции. чтобы, инвестиции, чтобы у меня был товарный запас. Вот основная проблема в том, чтобы именно наличие товарного запаса. Это именно по Японии так происходит, к сожалению. Мне кажется, по концептику всегда все есть наличие. Мне кажется, вот эту проблему как раз может решить, чтобы все производство, в принципе, наладить здесь. Не было такого в планах? Либо это по бюджету будет резать? Смотри, если ты говоришь именно о производстве полного цикла, да. Опять же таки, вопрос ответственности, да, если там компания MacLeod, Игорь заявляет, что у него 30 человек в компании, инвестиции достаточно намного больше, чем мои, вот, но опять же таки 30 человек кормить, вот, нужно продавать намного больше. То есть я не так много продаю. А не те же ли ты деньги отдаешь за аутсорс? Я бы не сказал бы, что... Давай так, я, наверное, это не просчитывал, да, чтобы прям вот заявлять об этом. Но для себя я отмеряю так. Если у меня продажи будут тысячами, естественно, я об этом задумаюсь. Пока этой цифры нету, скорее всего, это не актуально. К
когда будут тысячи, 3, 5, 10 тысяч кальянов, нужно мне изготовить. Естественно, я буду понимать, что это совершенно другая цифра, и экономика будет такая, что мне проще купить 4, 5, 6 станков, парк, да, в лизинг или за собственные средства, или за счет инвесторов, да, и построить токарно-фрезерный цех. Ты, наверное, у себя подсчитывал, через сколько как раз времени будет у тебя такой определенный объем? Считал когда-нибудь? Да нет, конечно. Ну, я, конечно, мечтал. Но оставил себе цели? Когда, допустим, у тебя есть такая цель, я не знаю, там, через 10 лет делать 10 тысяч аппаратов в месяц? Да, ты знаешь, я каждый год, у нас рост 100%. То есть мы начинали с 50 кальянов Япона, да, и каждая выставка Хука Клаб Шоу у нас скачки 100, 150, 200 и так далее. Потом появилась концептик, мы начинали со 100 кальянов, потом 300, сейчас 500 производственный цикл. Как бы уверен, что концептики будут продаваться тысячами. Он чуть проще, чем Япона. Будет ли Япона продаваться тысячами? Возможно, да, но не могу сказать, в какой промежуток времени это произойдет. Ну, Соломоны точно останутся вот в минимальном объеме, там 20 штук. Не, ну кто знает, может быть, этот кальян очень сильно зайдет в тех же Арабских Эмиратах, где, в принципе, это платежеспособные. Это кальян больше, скорее всего, для дома. Для того, чтобы вот просто... Интерьер? Это интерьерный кальян. Это вот действительно тот кальян, который, ну, круто подарить. Ну да. Не спорю. Да, вот, как сейчас это сделал Саша на Хули, подарил своему подписчику кальян. Да, если вот хочется очень крутой подарок, от которого вызовет вау-эффект, наверное, Соломон — это тот подарок, который есть. Я не думаю, возможно, это будет, но не массово в каких-то пятизвездных отелях, ночных клубах. Может быть, будет парк там из нескольких моделей. Но, скорее всего, это будет по одному, по два, не более. Так что массовости в этом продукте нету, и я, скорее всего, не смогу его так делать по технологии производства. Потому что мраморный карбон — это такой материал, достаточно сложно с ним работать. Там карбоновая ткань нарезается лоскутами, укладывается пинцетом в матрицы. Матрицы очень дорогие. То есть сам процесс технологии, спорткары делаются, люксовые все аксессуары. Самый простой, наверное, с чем вы можете увидеть, это, наверное, чехлы для телефонов, именно мраморный карбон, который там стоит, по-моему, по 15-20 тысяч. Если брать 3 бренда, вообще сколько в процентном соотношении было, сейчас продается кальянов? Ну, сейчас на данный момент мы продаем 250 Япон, 500 концептиков, 10-12 Соломонов. Угу. И заработок больше, если брать по брендов, наверное, все-таки с Япона? Да, с Япона, потому что она имеет товарную матрицу больше, потому что там есть больше аксессуаров, чашек. Вот. Соответственно, концептик только набирает обороты, то есть у нас появились 2 чашки, 2 форм-фактора, да. У Соломона, скажем так, ближайший, наверное, вот персональный мундштук какой-то. Не за 5 900, там порядка, наверное, 10-12 тысяч будет. С драгоценными металлами? Да, скорее всего, там будут драгоценные металлы, возможно, камни, что-то такое очень крутое. Но в любом случае, то есть, если кальян стоит там 1300 евро, даже могу так тебе сказать, упаковка в Соломоне стоит 10 тысяч. Неплохо. Можно мне кальян без упаковки? Просто упаковка. Без упаковки. А у нас, я думаю, будут такие желающие. Ну нет, не соглашусь. А если такой финальный вопрос, все очень любят его задавать, какой примерно оборот компании в месяц, год, любая удобная, комфортная для тебя? Сложно посчитать именно прям вот месяц, да, и именно оборот, да? Да. Ну, я, конечно, бы хотел услышать прибыль, но ты просто мне ее не скажешь. Да, она от месяца к месяцу меняется, естественно, и растет. Ну, то есть, если в цифрах, то есть, я думаю, там 5-6 миллионов
Было и 10, но это... Ну, хорошие месяцы, скажем Да. так. Ну, видимо, было и меньше тогда. Ну, среднее это 5-6. Да, было значительно меньше, и опять же таки, было 50 кальянов, стало 250, было 500 чашек, стало 1500, и очередь на полгода вперед. С концептик мы начинали со 100 кальянов, сейчас 500 кальянов. Чашки то же самое, то есть было 50 у концептика, сейчас уже там 500. А так, если брать вообще относительные цифры, на сколько процентов в год компания растет? Фактически плюс 100%. Ну, Хороший показатель. да, то есть вот каждая выставка Хука Клаб Шоу и месяц-два после выставки сразу увеличивается в 2 раза. То есть у меня Япона со 100 шагнула в 200 после выставки, с 200 до 300 после выставки. Просто сейчас на данный момент, помимо Хука Клаб Шоу, в которой я участвовал, там, по-моему, в 2014 году первое было, да, сейчас есть и Джон Кальян Фест, летний и зимний, сейчас есть Франкфурт, Сейчас очень много выставок. есть ШСМС и в Испании, который надо тоже посещать потихонечку, там тоже помогать тем официальным дистрибьюторам, которые есть. То есть в этом плане как бы мы не стоим, и опять же таки я говорю о том, что мы смотрим намного шире. То есть одной России мне уже мало. То есть нужно... А так, раз выставка так сильно дает рост компании, сколько вы вложили вот в этот стенд? Ну, если так, ворота 120 тысяч, самураи на конях по 60, ну, 240. Вы вот его вводите на все выставки с собой? Ну, это наша входная группа, ворота Тора, да, и они разборные за счет своего конструктива, как бы сложности исполнения и объемов. То есть, А самурай тоже разборный? да, самурай тоже голова снимается и у самурая, и у лошади, а все остальное консервируется и перевозится. Они тоже мобильные, и на выставке 2020 Хука Клаб Шоу еще появятся самураи, там уже с мечами. Ну, в общем, скажем так, мы топим за японский стиль в этом плане. Это вам точно уже отбилось. Да. Но опять же таки, это все влияет на целостность бренда, маркетинг и так далее. Да, это на самом деле действительно круто. Это работает в любом случае. И если есть возможность, лучше их использовать. И на данный момент это, скажем так, мое конкурентное преимущество, в отличие от других производителей, которые не в Питере. Перевести такое в Москву или куда-то в ту же Европу, в Германию, но это выльется в копеечку. Ну, возможно, что мы это когда-то сделаем. Но, скажем так, ничего сложного в этом нету. Вопрос просто финансирования и подхода. То есть, наверное, моя там такая крутое участие там в полноценном отдельном стендом во Франкфурте будет, наверное, в японском стиле оформлено. Пока мы, скажем так, сборная солянка Эльвана собирает все бренды, большой стенд берет там на 60, на 80 квадратных метров, и мы, у каждого свои законные там 2-3 метра, где мы максимально стараемся себя показать. Кто-то может себе позволить полноценные, ну там ценники 20 тысяч евро плюс, это только место, застройка. Ну, понятно. Ого-го. Ребят, всем спасибо большое за просмотр, но и мы просто так сюда не могли отсюда уйти. Мы, соответственно, Стас будет разыгрывать концептик Smart, Да. который выйдет в продажу в середине октября, да? Да. Что, собственно, для этого нужно сделать? Подписаться на инстаграм-аккаунт Conceptic Design, Япона Хука, Соломон, на наш инстаграм-канал и профиль в инстаграме, а также написать комментарий в одном-двух предложениях слоган для компании Conceptic Design. Да. Вот. И, собственно, чей слоган нам больше всех понравится, тому уедет Conceptic Design. Ребята, желаю вам удачи. Надеюсь, что ваш креатив, который вы проявите, мне понравится, и мы его, может быть, будем использовать в дальнейшем на выставках и на наших афишах, тейбл-тентах и так далее. Так что желаю вам удачи. Да, всего доброго, до скорых встреч. Пока-пока.
Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now.